Здорово, народ, ну чё, как ваше настроение? Даррен в Криптосе, у всех настроение ужасное, потому что ничего не растет, все только падает. Давайте в этом видео поговорим про ключевые уровни, куда можем прийти, также обсудим ФРС, что у нас было на заседании ФРС, также речи Трампа и много другое, что нас ждет дальше, поэтому, ребят, крепитесь, я с вами. Но опять же, в этом рынке зарабатывают только 5% людей, поэтому если у вас паника, и вы можете посмотреть настроение по чатам, то есть у всех там настроение ужасное, все говорят, что бычка закончилась, и ничего не будет происходить дальше интересного, то есть не будет роста, но поэтому, соответственно, и зарабатывает 5% людей, потому что рост происходит тогда, когда его большинство никто не ждет. В этом видео поговорим про ключевые уровни на битке, на эфире и на альткоинах. Погнали! Начнем из биточка, ситуация у нас как бы очень даже понятная, как мне кажется. Несмотря на то, что на заседании ФРС мы выросли, я в принципе ожидал, что мы можем так вырасти. Не ожидал, что мы, конечно, дойдем до 87, я думал 86 максимум, пойдем дальше вниз, но нас чуть выше свозили, но в любом случае у нас направление вниз, то есть можно посмотреть, что у нас high-low понижается, соответственно у нас нисходящий тренд. Мы перекрыли гэп, у нас на CME здесь гэп, можно посмотреть, зайти, вот это вот CME, вот у нас гэп, мы его успешно перекрыли. Гэп — это ценовое недоразумение, скажем так, разрыв цены, и, соответственно, сюда мы пришли и закрыли. Обычно, видите, цена его перекрывает. Тут тоже был гэп, мы его перекрыли, тут был гэп, мы перекрыли. Ну, короче, зачастую цена на истории перекрывается эти гэпы. Окей, дальше что мы смотрим? У нас есть ключевые уровни поддержки. Это вот эта вот проторговка, которая длилась 250 дней. То есть огромное количество дней длилась эта проторговка, и она, соответственно, выступает уровнем поддержки. Первая зона — это 74, вторая зона — это 72, и третья зона — это 70. То есть вот эта вот зона, у нас очень сильная зона поддержки, и отсюда я ожидаю какой-то мощный отскок. Но я ожидаю прокол этой зоны, то есть это будет какой-то жесткий слив, что-то какая-то негативная новость, и нас просто так сольют одной свечой, и мы жестко проколем эту зону, и потом получим откуп. Поэтому, если будет какое-то негативное событие, и мы будем подходить сюда, я буду лимитками набирать позицию, потому что тут, лонговать от такого мощного уровня проторговки, от такой мощной поддержки, это как бы упускать возможность. Поэтому лично я отсюда буду лонговать. Возможно, прям так сразу 3 ордера поставлю сюда, 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 и стоп поставлю куда-нибудь, не знаю, вот сюда. То есть 63, может даже вот сюда чуть повыше, 65, вот сюда. Вот сюда, я не думаю, что мы дойдем. Можем, конечно, но, опять же, я верю, что мы от этой поддержки оттолкнемся и пойдем дальше. Посмотрим, как будет продолжаться движение у нас. Если мы получим нормальный откуп, то, вероятнее всего, мы будем разворачиваться и идти наверх. Но будем смотреть по ситуации. Пока что у нас нисходящий тренд. И еще есть такая мысля, что, возможно, мы даже не дойдем до этой поддержки, потому что все уже переобулись в шорты, все думают, что все, бычка закончилась, шортят, поэтому нам могут просто специально не дать до сюда дойти. То есть, да, кажется, что тут поддержка, должны ее протестировать, чтобы подтвердить поддержку, но мы можем просто сюда не дойти, и мы из текущих пойдем разворачиваться. Я, опять же, как я топил, что бычка не закончилась, так и продолжаю топить, потому что, посмотрите на график, мы находимся на хаях, какой конец бычки. Поэтому вот эта проторговка нам очень сейчас важна, и посмотрим, как мы будем к ней подходить. Если будем подходить, я буду набирать отсюда лонги. Смотрите, у нас тоже была такая проторговка, тут на 63 дня длилась, я уже смотрел, то есть, и у нас был такой вот, закол, кстати, в трендовую прям ударились в трендовую и отпустились, и ударились в нижнюю трендовую. Это как она вообще там появилась благодаря этому коррекции, благодаря этой. И вот смотрите, видите, если поставить сюда курсор, то мы как раз таки вот эта проторговка, когда спускались, то мы протестировали вот эту вот зону, то есть этот хай мы протестировали сверху вниз на этой проторговке. То же самое может быть здесь. Вот у нас хай, и сейчас мы корректируемся, можем его протестировать, и потом дальше пойдем расти. То есть у меня такие мысли по битку. В долгосроке в лонг, в краткосроке шорт. Сейчас я в основном шорчу, и шорчу достаточно успешно. Поэтому это никак не влияет на мои долгосрочные позиции. Я не продаю ничего в долгосрок. Все, что набирал в долгосрок, оно все у меня лежит. Давайте перейдем, посмотрим на эфир. Моя лонг-позиция по эфиру просто плачет. Бывает, это рынок криптовалют. Вот у меня точка входа здесь, то есть она сместилась у меня средняя, я покупал по 2,530, потом тут усреднял, тут, усреднял, и у меня сейчас средняя 2,353. И мой лонг по эфиру очень плачет, и он может еще у меня по стопу закрыться, потому что у меня стоп на 1700. Ниже переставлять стоп я уже не хочу, я готов зафиксировать либо убыток, либо выйти в БУ. Но ниже стоп ставить нет, это просто оттягивать неизбежное, поэтому по эфиру у нас ситуация очень плачевная, прям жестко сливаемся. И смотрите, у нас треугольник глобальный, то есть с 2021 года у нас такой треугольник, и у нас тоже был выход за верхнюю зону, то есть все думали, что все, сейчас полетим, у нас был ложный такой пробой, какое-то количество дней мы здесь проторговались и потом ушли ниже. Сейчас у нас, наверное, похожая ситуация, то есть видите, мы вышли за зону этого треугольника, какое-то количество дней проторговались и можем отсюда обратно вернуться в треугольник.
Вот, поэтому, возможно, это ложный пробой, то есть с выносами вверх-вниз, чтобы сбрить шортистов, лонгистов. Посмотрим, как это все будет. В любом случае, у нас есть еще уровни, вот как раз-таки к этой проторговке пришли. Вот ровненько ударились в уровень. У нас еще здесь есть эта проторговка, мы верхнюю границу протестировали. Можем саму эту проторговку, то есть либо к центру зайти, либо к нижней границе. И как бы ниже 1500, ну, крайне маловероятно. Ну, это какое-то жестко прям что-то должно произойти, но это будет все равно закол, и потом мы вернемся. Но ниже 1500 я эфир пока что не вижу. Также Ethereum Foundation тоже набирали лонг, у них точка ликвидации на 1100 по эфиру. Поэтому я не думаю, что Ethereum Foundation набирали лонг, чтобы потом ликвиднуться, но это очень странно будет. Поэтому смотрим за эфирчиком. Эфирчик я очень верю, очень буллиш, так как его поносят и хоронят, то, вероятнее всего, он даст всем просраться, потому что так обычно бывает, когда люди не верят в какой-то актив, он дает самые большие иксы. Поэтому на эфире у меня большая ставочка на его экосистему, и я думаю, он еще даст всем просраться. Цели по эфиру у меня по-прежнему не меняются, это 7, 8, 10, 12, 15, и все, что выше 15, это прям, это супер вау. Не факт, что мы сюда дойдем, но вот 7, 8 и десятку, вот я уверен в эфире, что он в этом цикле может достигнуть. Опять же, это мои цели, даже после выхода треугольника, то есть просто взять там эту вот зону, после выхода с треугольника у нас цель получается 7700. Почему у нас эфир не может, ну, допустим, стоить 8? Да вообще может спокойно. Поэтому я в эфирчик очень буллиш. Несмотря на то, что на него льется жесткий фат. Если смотреть на общую капитализацию, давайте Total 3, это без эфира и биткоина, то у нас то же самое. Нисходящий тренд, разворотом пока что не пахнет, протестировали вот эту зону, пробили ее, здесь вот дошли до этих хаев, сейчас тут торгуемся. В любом случае, пока что тут особо ничего интересного у нас нету, чтобы какие-то, не знаю, были паттерны, возможно, я слепой не вижу, но у нас хай-лоу понижается, и структура у нас нисходящая. Можем дойти, опять же, до этой проторговки сюда, что вполне, кстати, реально, и можем отсюда получить разворот, но это будет очень жестко, это по всему рынку альткоинов, то есть это график общего рынка альтов, минус 24% по альтам, по всему рынку альтов, это альты будут там падать на 40%, еще ниже. Да, к такому большинство не готово, но если пройдет какой-то черный лебедь, то такое может быть. Я к этому готов, мне как бы все равно. Просадка там еще, хоть с текущих мы на 90% упадем, мне все равно. Я понимаю, куда рынок движется, и поэтому как бы не собираюсь ничего продавать, буду только докупать. В целом, возможно, мы еще спустимся, как бы снимем вот этот лоу, то есть просто возьмем, снимем здесь лоу вот этот, и дальше пойдем вверх. Но чтобы прям ниже, ниже 600 миллиардов долларов, я бы не думал, что мы пойдем ниже 600 миллиардов долларов, ниже вот этой проторговки. Вот, поэтому будем смотреть. Доминация BTC это то, сколько у нас биткоин занимает рынок. У нас по-прежнему торгуется в этом диапазоне возле верхней границы вот этого треугольника. Но опять же, тут такой, как бы треугольник, что можно его, получается, сделать как зону. То есть это вот верхняя граница, давайте я покажу, клонируем, вот вверх, и... Точнее, это вот нижняя граница этой зоны, а это верхняя граница. И в целом мы-то находимся в рамках этого треугольника. Вот, видите, как бы тут мы тоже выходили. И вот мы в рамках этого треугольника находимся. И рано или поздно доминация начнет опускаться. Если падает доминация BTC, соответственно, ликвидность из биткоина переливается в альткоины. Цель, опять же, 48-40. 40 очень крайне маловероятно в этом цикле за счет ETF и прочего, потому что сейчас в основном биток заходит через ETF, поэтому 48 как минимум, я думаю, мы сможем достигнуть, будем смотреть по ситуации. Вот, 40 это прям будет супер вау, конечно. Вот, доминация у нас как бы тоже сейчас пока растет, но рост не может быть вечным, как и падение, поэтому скоро, вероятнее всего, она опустится у нас, и, соответственно, ликвидность пойдет в альткоины. Эфир по отношению к биткоину продолжает скамиться. Мы уже дошли до этой вот зоны, то есть у нас здесь вот есть лоу, мы к нему пришли, чуть закололи, сняли, и сейчас торгуемся здесь. Пробили все трендовые, которые можно, и да, эфир сейчас у нас кажется скамом, но опять же, вероятнее всего он развернется, и все просто офигеют от того, насколько он вырастет. Даже если он текущий даст хотя бы 100% по отношению к биткоину, это эфир там, не знаю, 7-8 тысяч будет. Вот просто если хотя бы сюда вернется, это эфир 7-8 тысяч будет стоить. Рано или поздно произойдет разворот, уже сколько, 3 года эфир падает, не может быть вечного падения. Это, ненормально. Рынки работают циклично, то есть рост, падение. Поэтому рано или поздно это все развернется. Еще стоит смотреть на фонду. Мы сейчас очень зависимы от фонды, то есть если фонда корректируется, то, конечно же, крипта идет за ней. И фонда у нас тоже получила такой отскок. И, соответственно, как и крипта. И сейчас у нас пока она смотрит вниз. Но посмотрим, как это все будет развиваться. У нас в целом фонда находится в огромном ралли. Посмотрите, это у нас не полный график, к сожалению, но в любом случае фонда у нас находится только в восходящем тренде, да, с какими-то коррекциями, с проторговками, но в целом у нас смотрит все вверх. Также у нас NASDAQ, то же самое,
чуть больше корректируется, чем S&P, но в целом у нас направление вверх. Давайте еще кратко пройдемся по новостям. В моем телеграм-канале публикуются самые актуальные новости, поэтому ссылочка в описании, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать топовую информацию по криптовалюте. У нас было заседание ФРС, я снимал шортс на эту тему, и здесь есть интересные пункты, которые мы можем подметить. Во-первых, ФРС приняла решение о замедлении темпов сокращения баланса, то есть с 25 миллиардов до 5 миллиардов. И это очень хорошо, потому что когда у нас сокращается баланс, то у нас, вероятнее всего, потом будет разворот, у нас будет увеличение баланса. Увеличение баланса – это, соответственно, вливание денег в рынки, и когда деньги вливаются в рынки, то они начинают расти. Поэтому это хорошо, но это на дистанции все, это очень все на дистанции работает, это не сегодня вот все. ФРС объявили, что да, завтра у нас начинается смягчение ДКП, и у нас начинается печать денег и все такое. Нет, это отработает на дистанции, но не сейчас. Инфляция повышена, но как бы повышенная инфляция, рынки наоборот могут расти при повышенной инфляции, потому что люди спасаются, заносят свои деньги в тот же биткоин, чтобы спастись от инфляции, чтобы сохранить свои деньги, поэтому как бы рост инфляции особо-то не влияет на рынки. Можно посмотреть даже по истории, там с ростом инфляции рос биток, то есть ну как бы это у нас не сильно как-то влияет на то, что рынки будут корректироваться. Экономика сильная, ситуация на рынке труда стабильная, краткосрочные инфляционные ожидания немного выросли из-за пошлин. Трамп своими пошлинами пытается заставить ФРС снижать ставку. Он будет давить на экономику, доллар у нас опускается, и будет он продолжать это делать, чтобы ФРС начал наконец снижать ставку. Просто так вот, типа, я хочу, чтобы вы снизили ставку, такого не будет. Но для роста рынка крипты нужно снижение ставок. Нужно, чтобы деньги были дешевые, и еще нужно запускать печать денег. Если запускать печать денег, опять же, инфляция растет, но денег становится в системе больше, и рынки накачиваются за счет того, что у людей есть деньги, и они, соответственно, идут их заносить в рынки, чтобы их приумножить. Нам еще важно, чтобы рынок труда ослабевал. Тогда ФРС смягчит ДКП, то есть денежно-кредитную политику, и это опять же позитивно повлияет на рынки крипты. Но опять же, это все с очень огромной дистанции. Не ждите там, что в ближайшее время, даже если будет какой-то рост, вероятнее всего это будет просто отскок дохлой кошки. Я ожидаю рост, если вот следить так примерно, что у нас происходит, то через, может, полгода, минимум полгода. Возможно, у нас рост только под конец 2025 года будет. Опять же, все думали, что будет в конце 2024, но, к сожалению, нас опрокинул Трамп своими пошлинами. Опять же, он знает, что он делает, ребят, он бизнесмен. Есть очень классный ролик про Трампа на канале Five. Я вот как раз таки посмотрел его, кто он такой. Поверьте, ребята, этот чувак, он не сдается, и он сделал все, что он захочет. И он сказал, что будет качать крипту, у него свои сумки криптой забиты, он уже делал действия в сторону крипты, то есть регуляции позитивно, какие-то новые законы вводит. И этот чувак, он раскачает рынок крипты. Он раскачает его так, что все охереют. Да, после этого, скорее всего, будет какой-нибудь жесткий кризис, но в любом случае он делает правильные вещи. В краткосроке это негативно влияет, но это делается все для того, чтобы снизить ставку, чтобы ослабить рынок труда, чтобы ослабить доллар. Это все позитивно влияет на рынки. И те, кто это не понимает, они пишут что-то: «О, Трамп вот пришел в крипту, верните Байдена». Ну, как бы, опять же, как говорил, что в этом рынке зарабатывают 5%, потому что люди не понимают, для чего это делается. Если бы вы понимали, для чего это делается, у вас бы не было сомнений в светлом будущем криптовалюты. Поэтому, как бы, такие вот у нас новости по инфляции, по ФРС. И, кстати, за счет этих пошлин, возможно, будет какая-то рецессия, то есть это спад экономики жесткий. Поэтому я к этому готов, если будут рынки все падать. Опять же, я не буду ничего продавать, я буду только докупать позиции, поэтому, как бы, готовьтесь к худшему, но надейтесь на лучшее. Я всегда придерживаюсь этой политики, и она всегда мне помогает двигаться вперед. А вот еще, кстати, Артур Хейс, тоже, типа, очень популярный чувак в крипте, основатель биржи. Вот, и 1 апреля у нас, вероятнее, закончится сворачивание QT, ужесточение ДКП, и начнется смягчение, вероятнее всего, и это, опять же, повлияет на рост BTC. Вот, у меня, опять же, все эти новости, смотрите, в моем телеграм-канале публикуется очень полезная информация, и если вы будете читать мой телеграм-канал, то вы явно будете чуть больше понимать в крипте, чем другие ее участники. Также, смотрите, у меня есть влог, у меня есть лайв-канал, где я выпускаю лайв-контент, вот, я был в Дубае, выпустил влог, первую часть. Еще будет вторая, третья, поэтому переходите на мой лайв-канал, тоже ссылочка на него будет в описании, смотрите влог из Дубая, мне будет очень приятно. Также Трамп у нас говорит, что я призываю там принять законы регулирования, создать крипторезерв и прочее. Ну, как бы, это он уже много раз говорил. Естественно, на таких-то вот конференциях обычно у нас идет рост, потом Трамп говорит то же самое, что он говорит до этого, и у нас идет спад. Опять же, ребята, он знает, что он делает. Он не будет дампить крипту просто так. У него свои сумки там забиты. И этот чувак, он собирается зарабатывать огромное количество денег. А на крипте он это может сделать вот так вот. Бам. Тем более его фонд покупает альткоины. Вот Move, SEI покупает, разные другие альткоины. Поэтому они покупают их не просто так.
Опять же, вы должны это понимать. Также хочу напомнить, что у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза, и парочку слов, почему вы должны туда вступить. Во-первых, там находится огромная база платных курсов, за которые люди платят $1000. Все это вы можете получить, вступив в Криптобазу по ссылочке в описании, там более подробная информация. Также даются сигналы по трейдингу, каждый день даются сигналы по трейдингу, вкладочка образования, где публикуются полезные статьи и видео. Много всего интересного, как бы вот можете увидеть на своем экране, вкладочка инвестиции, что лично я делаю в рынке, спотовая торговля мемкоинами, есть торговля обучения DEX, то есть огромная база курсов, где вы можете обучиться криптовалюте, если вы вообще с нуля полный ноль, вы можете обучиться трейдингу именно здесь. И при этом цена за вход очень низкая, $69 всего лишь. Опять же, посмотрите, сколько стоит приватное сообщество других людей, вы все это получаете здесь, то есть всю нужную информацию вы получаете именно в этом сообществе. Также есть сливы с приваток и мысли других людей, тут у нас публикуются сливы, что вот, допустим, люди в закрытых сообществах, блогеры публикуются вот в данную вкладочку, вот сюда вот есть апдейты. Я не вижу смысла платить за другие приватки, когда есть такая криптобаза, потому что там собрано все, что вам нужно, и при этом по приемлемой цене. Поэтому те, кто хотят вступить, по ссылочке в описании можете более подробно ознакомиться, написать мне, и мы с вами обсудим вступление. Да, видосик чуть затянулся, я думал его сделать чуть поменьше, но все-таки как получилось, так получилось. Смотрите мои прошлые видео, публикую для вас очень качественный контент, гайд по абузу биржи Bybit, как создавать мультиаккаунты, потом про раздачу на Bybit рассказал. Очень много полезного контента, поэтому смотрите мои прошлые видео. Я вижу по просмотрам, как люди просто разочарованы, видосы не смотрят, максимально минимальная активность на канале, не только на моем, но и на других каналах. Но опять же, именно тогда, когда все в панике, когда у нас страх на рынке, тогда делаются большие бабки. Поэтому изучайте рынки крипты, обучайтесь каждый день, развивайтесь, занимайтесь спортом, кайфуйте от жизни, а мы с вами увидимся в следующем видео. Всем удачи, всем пока!